Вкусно. А как вас в Россию-то занесло? Чье это было решение и почему вы его приняли? Потому что здесь огромное пространство, много земли. Вы мужа привезли все-таки к себе, в Тамбовскую область. Да, мы вышли, наконец, на прибыль. Какая-то миссия у тебя есть? Я сажаю капусту на сажательной машине. У нас здесь классно. У нас здесь классно. Командировка-то уже закончилась, а вы остались? Остался, да? Ну, потому что мне нравится Россия. Я когда поехал в Россию, я понял, что это огромный вариант для нас. Сейчас в Вене метро воняет, очень много нелегальных мигрантов там. А какой у вас надой с коровой в среднем? 28 литров на корову. У нас тут 120 овец. Наши овцы по-английски говорят. Да? Yes, you're English speaking. Да-да. И еще ищем 3000 гектар дополнительно. Почему Россия-то? Почему вы остались именно здесь? Добрый день! Очень много иностранцев переезжают к нам, в Россию. Ну, во-первых, традиционные семейные ценности их привлекают. Ну и, конечно же, наши просторы и возможность здесь жить и работать на земле. Фермерским хозяйством они тут занимаются. Ну, сумасшедшие, правда ведь, да? Нет! Нет, это я вот сейчас сижу у телевизора, смотрю, как ты начинаешь эту программу, и думаю, да ладно, психи, что у нас может вырасти? Они докажут, что может. Семья потомственного фермера Леонардо Кувутса из Нидерландов переехала в Россию для того, чтобы приучить россиян к фенхелю и спарже. У нас в гостях сегодня Леон, Юлия и Валерий. Здравствуйте. Привет. Это правда? Вы переехали из Нидерландов к нам в Россию для того, чтобы заниматься фермерским хозяйством? Да, все верно. Так и есть. А вот теперь хочется узнать, как это произошло. С чего все началось? Ну, началось все с того, что я училась в сельскохозяйственном вузе на... Здесь? Вы родились и выросли здесь? Я родилась в России, в Где? Тамбовской области, город Моршанск. Угу. Закончила школу, после нее поступила в сельскохозяйственную Тимирязевскую академию в Москве. И вот, когда училась на 5 курсе, узнала, что есть возможность поехать на зарубежную практику. Но в итоге практика закончилась свадьбой? Ну, можно сказать и так, да. Потому что на практику я приехала как раз к своему супругу будущему, как оказалось. Вот. И год я была на практике, и к завершению так получилось, что мы уже решили, что вместе будем продолжать фермерствовать и жить. А как вас в Россию-то занесло? Чье это было решение, почему вы его приняли? Зимой мы поехали в Россию. Мы в первый раз были в России. У нас был отпуск, встретились с семьей, познакомились здесь. И я увидел возможности. Возможности в России, потому что здесь огромное пространство, много земли, и не так, чтобы их интенсивно эти земли используют. Леон, я так понимаю, что вы потомственный фермер, да? Сколько лет ваша семья занималась сельским хозяйством в Голландии? Я фермер в 4-м поколении. Мой прапрадедушка начал в 1896 году работать. Он здесь на иллюстрации как раз на фотографии. Вы мужа привезли все-таки к себе в Тамбовскую область. Да еще ферма находится рядом с селом, которое называется Прибытки. Да. И надо сразу спросить, прибытки-то есть у вас или нет? Скоро будет наш 6-й сезон здесь, и постепенно, да, мы вышли, наконец, на прибыль. Давайте, у нас еще вопросы возникнут после того, как мы посмотрим на ваше хозяйство. Это наша производственная база. Тут мы работаем и здесь же и живем. Сейчас мы находимся на нашем поле. Сбор урожая мы уже закончили. Единственное, осталось вот немного листовой капусты, потому что она хорошо переносит минусовые температуры, и ее можно собирать и сейчас. Сегодня достаточно морозно. Тут у нас растет брюссельская капуста. Вот она, качанчики. Вот так.
Достаточно трудоемкий процесс, если честно. Вкусно. Мы еще выращиваем кукурузу. У меня, смотрите, какая красота. У нас бывает каждый год что-то, что мы пробуем, выращиваем. В этом году у нас эксперимент – это декоративная кукуруза. Здесь наши теплицы. Тут мы выращиваем рассаду, огурец, клубнику. И белый спаржик. Лера нам помогает, мы ее стараемся привлекать к труду. Я люблю помидоры и огурцы. Да, выращиваем только капусту. Это холодильник. Сейчас в этом холодильнике хранится 135 тонн овощей. В одном таком ящике 800 килограмм капусты. Тут у нас морковь. И тут свекла. Это цветная капуста. И красная капуста. В холодильнике капуста у нас хранится в таком виде, с укрывными листами. Перед тем, как ее продавать, мы должны ее почистить. Для этого мы из холодильников ее вывозим. Мой муж на погрузчике подвозит ее к месту очистки. Взвешиваем капусту. Чтобы обработать один такой ящик, у нас уходит около часа. Леон чистит капусту, я ее складываю в сетки и на поддоны. После того, как мы сложили ее на поддон, привозим ее погрузчиком опять же назад в холодильник, и тут она уже ждет времени продажи. Вот так мы тут и живем. Занимаемся любимым делом. Приезжайте в гости. You're welcome. Боже, какая красота! А я только не поняла. А это вы что, только вдвоем все это делаете? Ну, большую часть, да. Лео, у меня вопрос. А сколько было земли в Голландии у тебя и сколько здесь у вас, в России? В Голландии у меня было 16 гектар, это собственные. А здесь, в прибытках, 75 гектаров. Ого. Лера, ты в школу ходишь или дома учишься? Я хожу в школу В какой класс? в 3-й. Так, а у тебя, тебе разрешают на огороде что-нибудь сделать? Ну, не на огороде, а на ферме. Это я так, по-нашему, по-русски. Какая-то миссия у тебя есть? Да, есть. Я сажаю капусту на сажательной машине. Сажательная машина? Да. А это как? Расскажи, никогда не видела. То, что к трактору прицепляется такая машина, где барабаны и кассеты. Ага. И оттуда надо брать рассаду и кидать в этот барабан. А ты все это потом хоть ешь, кроме огурцов, помидоров, еще что-то ешь? Да, ем. А что еще любишь? Я люблю кальраби, ну и капусту. И мне еще очень понравилась вот эта разноцветная кукуруза. Я сначала думала, что когда вы взяли початок в руки, что она подзамерзла уже местами и почернела. Но нет, это сорт такой, да? Да. Мы ее выращивали вообще для декоративных целей. А как? Для Куда её? украшений, ресторанов, например. А, то есть ее не едят? Ну, можно ее есть, мы пробовали, съедобно. Вот. Но вырастили больше для красоты. Понятно. Слушайте, я вам желаю прибытков как можно больше. Но последний вопрос, который я всем задаю, не могу не задать. Как к вашему делу относятся в селе? Ребята, вы сейчас тут деньги закопаете и уедете отсюда. Ничего у вас не получится. Здесь болото, никогда здесь ничего не росло, и не стоит пытаться. Ну, мы их послушали и продолжали работать. Леон сказал, что я приехал из страны, где одни каналы, где везде вода и болото. Меня этим не напугать. Я и здесь выращиваю. Слушай, ну, похоже, как моя история. Я не приехал из Голландии, я из Москвы переехал в деревню. Но мне тоже говорили: Олег, у тебя ничего не получится. Брось все, закопаешь. Ну, прям слово в слово. Лучше сожги деньги, хоть согреешься. Вот, ничего не выйдет. А первые 5 лет в убытке, ну, то есть классика. То есть обычно такой фермерский путь. Только у меня коровы, там у ребят кальраби. Вы молодцы, вы знаете, что вы делаете. У вас колоссальный опыт, большая любовь к новой земле для вас и к родной земле для вас. Все, что я хочу вам пожелать, хорошей погоды. Спасибо. Спасибо.
Успешный европейский фермер Антон Винклер резко поменял свою судьбу, переехал в Россию и помимо бизнеса еще и завел здесь семью. Здравствуйте. Здравствуйте. Где вы познакомились? Мы познакомились в Магнитогорске, Челябинская область. Мы вместе работали на проекте. Этот проект занимался тем, что возводил завод по производству цемента. И именно там, вот на этом проекте, случилось счастье. Тот самый краш. Да? Сердце. По словам Антона, ему было все понятно с первого взгляда. То есть, когда он увидел, он понял, что я хочу, чтобы эта женщина была моей женой. А когда он видел ваших 3 детей, простите за вопрос? А он сказал, что это full package. То есть он выиграл джекпот, у него будет все. Жена, дети. Подождите, но это же была Nice просто... point. Yeah. Да-да-да, матчпоинт. Это же была просто командировка. Ну, я к тому, что командировка-то уже закончилась, а вы остались. Остался, да? Ну, потому что мне нравится Россия. Слушайте, но я знаю, что вы тоже фермеры, тоже в каком-то 4-м, 8-м, в 10-м поколении. У вас даже 2 семьи фермеров за вашими плечами. Вы предпочитали все-таки на родине этим заниматься или вот строительством? Ну, конечно, ситуация была такая. Со стороны моего отца у нас была мельница, то есть мы семья мукомолов изначально. Это 300 лет нашей истории, 9 поколений мукомолов. 300 лет вы мололи муку? 300 лет. Я бы хотела заметить, что в семье Антона есть сертификат, который выдан был Марии Терезией, что они могут вести этот бизнес. Ошалеть. А другая сторона? Вторая часть семьи. А вторая часть семьи — это коровы. Тоже 150 лет. Наши коровы дают молоко под руководством нашей семьи. Это со стороны моей мамы. А сейчас мой дядя, он здесь тоже занимается крупным рогатым скотом. И я, когда поехал в Россию, я понял, что это огромный вариант для нас. Это... Мы искали ферму, нашли в Калужской области действительно хорошее место. И в Калужской области мы получили поддержку от местной администрации. А где в Калужской области? У нас очень хорошие соседи, швейцарская ферма. А какую поддержку вы получили? Ну, они нам помогли с техникой. Это, знаете, такой стартап. Вот мы — это стартап, мы растем, мы работаем. А сейчас сколько у вас коров? У нас 120 коров. Не могу не спросить, зная статистику наших совхозов. А какой у вас надой с коровы в среднем? 28 литров на корову. Я напоминаю, что сельскохозяйственная выставка у нас была построена, и там рекорды показывали, да, и там вот коровы давали, да, по 18 литров молока. И это были рекордсменки. 20 — это просто вообще золотая корова. Золотая, да? Да. А тут бах! Вы нам показали на месте, как вы работаете, куда вы отвозите молоко. Давайте посмотрим. Добро пожаловать на ферму. Всего у нас 230 голов, 120 из них дойных, остальные – это молодняк. В день мы производим 2 тонны сырого молока, которые мы отдаем на переработку. Здесь корм для коров, пшеница, кукуруза, рапс и соя. Этот пододвигатель корма убирает тот корм, который оказался на проходе. Сейчас пододвигатель корма подъедет к тем местам, где корову уже проели, и пододвинет, уплотнит всю эту массу, и им будет удобно кушать. Все коровы доятся роботом. Сейчас робот моет вымя щетками и водой. Сейчас робот ищет вымя. Он пристраивается к соскам, и начнется доение.
Я люблю коров, да. Так, это зашла покушать вкуснятины, но робот ее не распознал. Он ее распознал как подоенную и выгнал. Молоко идет по этому трубопроводу из коровника, поступает в очистные системы и далее в цистерну, где накапливается молоко перед транспортировкой. Насос качает по этим трубам молоко из цистерн, которое попадает в молоковоз. Здесь мы строим новый коровник на 120 голов. Планы у нас простые. Мы хотим увеличить поголовье и запустить второй коровник. Я люблю свое дело. Приезжайте к нам на ферму, вам понравится. У нас здесь классно. У нас здесь классно. То есть вы хотите в 2 раза увеличить свой бизнес? Да, верно. Для начала. Потом еще, понятно. Слушайте, про коров мы поговорили, значит, бизнес будет расти, это шикарно и прекрасно. Хочется про личное чуть-чуть побольше узнать. Ну вот все, командировка закончилась тем, что вы влюбились. Дальше надо было родителям рассказать о том, что вы влюбились, и вроде как, я так понимаю... Ну, да, это не фотомонтаж, это оригинал. Так. А где была свадьба? Свадьба была в Австрии. На свадьбе присутствовали мои родители. Больше мы никого не смогли привезти с моей стороны, потому что это был локдаун во время коронавируса, и были ограничения на въезд. И так как свадьба — это не особое событие, да, на которое можно приглашать всех, то есть разрешили только родителям въехать. Поэтому были родители, мои детки и все остальные со стороны Антона. Там его родители, родственники, друзья. Понятно. Но вы же могли принять решение остаться жить там. Почему все-таки приехали сюда? Правда, интересно. Ну, потому что, во-первых, здесь, в России, очень много возможностей. Европа идет туда, вниз. А в России ты можешь учредить свой бизнес. Русские люди, добродушные люди, они помогают. Я приехал в Россию, я не говорил вообще ни одного слова по-русски. И вот я в супермаркете, и было очень сложно там купить соль, перец, базовое. И я попросил людей помочь мне, и я не видел, что вот люди могут просто так прийти и помочь. Они взяли и пришли, и помогли. И русские люди — это дружелюбные люди, они готовы помочь. Здесь всегда чисто, всегда безопасно. Я в русском метро себя чувствую намного безопаснее, чем в метро города Вена. Потому что сейчас в Вене метро воняет, очень много нелегальных мигрантов там. Ну, а в России, вот, посмотрите хотя бы метро. Ну, просто музей. Есть немножко. Да. У вас в России такое качество жизни, которое было в Европе 20 лет назад. Согласен с вами абсолютно. То есть вы здесь растете, а Европа не растет. Качество жизни, конечно, зависит от того, сколько вы зарабатываете, где вы живете, как вы живете, какая у вас семья и какая у вас теща. Ну да. Повезло с тещей или нет? Теща? Да, мы ее очень любим, но мы ее год не видели, потому что она живет в Магнитогорске, а мы в Калуге. Ну вот смотрите, год не видели, а сейчас увидите. Светлана Альбертовна, идите к нам. Ой, красавцы! Дорогие мои! Тони! Я прям соскучилась. Простите за слезы, но Да я что правда вы, не что? видела их Так год. плачьте. Ну, я очень люблю их. Как зятя приняли? Ну, со всей широтой своей души. Я человек очень эмоциональный, и он эмоциональный. Вообще, мы близнецы по знаку зодиака. Шикарно. Поэтому вот, может быть, и как-то вот, ну, сразу вот, это вот наш человек. Еще и на свадьбе гуляли, А полетели. как же? У нас свадьба была просто шикарная.
в Австрии, значит, ну, поскольку Тони католик, у Тони католическая вера, а у Лены православная Два вера. священника. Два священника. Один Был католический, да, и наш батюшка. И вот у нас свадьба была, значит, все сначала это вот регистрация, а потом в храме. Как он называется? Ну, базилика. Базилика. Не могу, я так соскучилась за ним. Вот, и сначала вот это было все католическое... Месса. Да, месса. Вот, а потом это батюшка наш, русский, отче наш, все как положено. Вот. Прям венчание было? или Да. что? Венчание, да. Это было обязательное требование Антона, потому что иначе он не мыслил, что только свадьба с венчанием может скрепить союз на всю жизнь. То есть так делали его родители, предки и так далее. Он принимает только такой брак, потому что он настоящий, священный и, можно сказать, заставляет обоих супругов относиться к браку более серьезно. Слушайте, а мне вот интересно у вашей мамы спросить, а вы когда-нибудь могли подумать о том, что ваша дочка станет фермером? Да сроду нет. Я не могла об этом подумать. У нас как бы тут династия идет животноводов, мукомолов, а у нас педагогическая. Я педагог, уже тоже в 3-м поколении, и младшая дочка у меня, сестра Ленина, тоже педагог. Вот. Супруг у меня на комбинате Магнитогорском металлургическом отработал. Сейчас мы на пенсии с ним. Поэтому... А вы-то вообще на кого учились? Я заканчивала языковой институт и также юридическое у меня образование. То есть я помогаю мужу именно закрывать все вопросы касательно ведения пригодилось документов. очень хорошо. Да, Так. да. Так, А с коровами, наверное, на каком языке разговариваете? Му-му. Ничего не пойму. А учили какой язык в университете? Да, первый у меня был английский, второй немецкий. Поэтому, в принципе, мы с Антоном говорим больше на английском языке, но и немецкий тоже применяем, когда так мне хочется прям, пожестче чтобы хочется, в сердце. Да. Это очень, на самом деле, прикольно, когда мы в семье говорим, потому что кто-то говорит по-английски, кто-то по-немецки, и мы смешали эти два языка, и те, кто к нам приходит в гости, сидят с нами за одним столом, а они смущаются. Как у вас успехи в русском-то? Я говорю по-русски, моя жена говорит по-русски и немецки. Это очень быстрый конфликт. Я говорю английский, это хорошее. Да, нейтральный язык. Все правильно. По-английски ругаться по-настоящему нельзя, а по-немецки и по-русски можно. Даже нужно. Эмоции сразу, да. Тони, а ваши родители в России были? Моя мама приедет через неделю. Через неделю? Это первый раз будет? Первый раз и вон месяц на Россия. Это очень хорошее, это новая электронная виза, работает 30 дней. То есть она по новой визе вот так вот просто заполнила и прилетела. А что это вы решили маму-то прямо и в зиму сразу, да? Испытание морозом решили ей устроить, да? И да, и нет. Я объяснил, что Москва очень красивая зимой. То есть она похожа на такую красивую детскую книжку или детское кино, рождественское детское кино. Красивый дизайн города. Спасибо. Это правильно. Да. Ну что, у вас все есть, слава богу, дом полная чаша. Коров мы вам пожелаем, конечно. Ну и зная наши реалии, опять же вам пожелаю хорошей погоды, чтобы коровки ваши набрали и меньше потратились на корма. И чтобы молоко у вас жирным было. Так они и так 28 литров большим дают, ты хочешь содержанием. Спасибо. Ничего, пусть 30 дают. Ну, здесь, конечно, семья изумительная, действительно. Я слушаю вас и просто восхищаюсь. И в первую очередь, конечно же, главой семьи, потому что такой светлый, теплый, добрый. Вы действительно знаете, как... Вас можно представить человеком, который работает с детьми, например. То есть от вас этот свет, он прямо идет. А коровы — это же те же дети. Они чувствуют, кальраби и коровы чувствуют, что их любят. Это необходимое условие. Ну и, конечно же, я прям вот вторая семья потрясающая. И я снова обращаю внимание, что за каждым великолепнейшим мужчиной стоит прекраснейшая женщина. Настолько цельная, настолько
красивая, настолько как бы всячески идущая, с одной стороны, за своим мужем, ни грамма сомнений, ни грамма как бы вот какого-то там претензий или чего-то еще. То есть мы все сделаем, все будет, все получится. Это, конечно, очень сильно, я бы сказала, вдохновляет и, естественно, тоже как бы накладывает свой отпечаток. Ребят, есть куда расти. Калужская земля, я ее знаю, потому что я родился там, в городе Обнинске. Да. Недалеко от ваших мест совсем, да. Немножко хуже знаю то, что происходит сейчас, но знаю абсолютно, что эта область у нас передовая. И не только благодаря начальству, которое там традиционно хорошее, но и благодаря вам уже, потому что вы на этой земле работаете. Спасибо. Верно. Американский фермер Рон Монсон со своей супругой приехали в Россию просто погостить. А в итоге остались здесь жить. Хочется узнать, почему. Здравствуйте, Рон, Джуди, Кайли, Чад. Вы приехали просто как туристы. Мы много исследовали в интернете, работали над этим вопросом, заинтересовались. И на месяц мы приехали в Россию. 3 года назад. Вот так, мы приехали посмотреть. Сейчас мы здесь год и 2 месяца. И теперь это наш дом. Слушайте, я знаю, что до того, как назвать Россию домом, вы, естественно, и в Штатах, да, пожили, и на Филиппинах даже жили, да, поскольку вы же с Филиппин. Yes. Почему Россия-то? Почему вы остались именно здесь? Мы... Нам очень нравилось США. Мы переехали потом в Филиппины, на Филиппины, и 5 лет там прожили. Мы выращивали много деревьев. И всю свою жизнь я был фермером. И мне всегда не хватало земли. Я вижу, что здесь-то земли хватает, она доступная. И мы встретились с русскими людьми. Русские люди по-доброму с нами обращаются, и мы решили переехать сюда и устроить здесь свою жизнь. А куда вы именно переехали? Где вы сейчас обитаете? Кинешма. Изначально мы переехали в Ивановскую область, в город Кинешма. И мы еще нашли участок в Вичугинском районе, недалеко от Вичуги. И мы решили еще развивать свое дело, и еще ищем 3000 гектар дополнительно. Сейчас конкретно, пока вы ищете новые гектары земли, что вы делаете сейчас? Именно сейчас у нас 120 овец. У нас будет кроссбридинг. Мы начали свою программу для разведения овец. И мы хотим разрабатывать наше стадо. Нам нужно где-то 200-300 хороших маток овец. И я хочу еще добавить здесь. У нас наши овцы по-английски говорят. Да? Да, по-английски. И смотрите, то, с чем мы работаем, это значит где-то 2 овечки на одну маму, соответственно, мы через год сможем кратно увеличить наше стадо. 200 овечек, они родят по 2, это будет 600. А потом те родят еще по 2. А потом эти 600 еще, и но потом там не земля все девочки кончится, будут. все. Сейчас нам земли хватает. Почему? Она еще не закончилась. Это не только еще для нашего скота. Мы еще хотим выращивать растения. Мы хотим что-нибудь выращивать дополнительно. Это будут зерновые. Корма для вас? Да. Понятно. То есть замкнутый цикл хотят сделать, ребят. Молодцы. Нет. Не только. Мы можем точно так же поработать и с пивоварами. Овес — это точно кормовая культура будет для нас. А вот ячмень, скажем... Ячмень, да, например, мы можем уже дальше работать и уже муку какую-то производить. Хорошая идея. Слушайте, То есть мельничка хлеб выращивать будет. будем. А где вы вообще познакомились с супругой?
Меня зовут Джуди. Да, я из Филиппин. Я учительница школьная, но я переехала в США в 2005 году для того, чтобы выйти замуж за моего мужа. И, кстати, буквально вчера у нас было 20 лет со дня нашей свадьбы. Поэтому мне повезло. 20 лет счастливой жизни. Ну разве не круто? Познакомились как-то по интернету, вы сказали, я приехала, чтобы выйти за него замуж. Когда мы начали наши отношения, тогда практически интернета не было. Но наша коммуникация хорошо настроилась, и потом уже потянулся интернет. Но мы были друзьями по переписке изначально. Я прислал ей фотографию. Вот хороший парень, как вы видите. Он был хорошим, да. Подождите, вы Но вот я ей послал такого хорошего парня, а она мне написала обратно отзыв. Почему? Потому что, честно, я хотела, чтобы мой муж был красивый, потому что мне нужны красивые дети. Дети красивые, муж красивый, все. Подождите, а вы предложение ей тоже в письме сделали? Написал письмо, и, кстати, прежде чем мы встретились, он поехал ко мне на Филиппины, и я уже сказала ему тогда, ну да, выхожу замуж. Слушайте, Джуди, ну давайте так, с детьми у вас все получилось, как вы и хотели. Но я начал задавать вопрос про то, как вы жили в Соединенных Штатах, потому что знаю, что уж труда-то вы точно не боитесь. Можете описать, чем вы вот лично с мужем занимались в Соединенных Штатах? Мы работали, действительно, очень сложно работали. У нас была ферма. Она работала 40, 50, 60 часов в день в доме престарелых. В неделю. И она все равно возвращалась домой после работы, после смены и помогала. И мы знаем, как пробиться в этой жизни. Как пробиться? Нужно работать честно и консервативно жить. Что у вас было на ферме в Америке? У нас был и крупный рогатый скот, были и овцы, и кукурузу выращивали, и сою, и горох. Давайте посмотрим, как вы сейчас устроились, как ведете хозяйство, потому что, в отличие от других наших гостей, вы не так давно в России, верно? Поэтому приятно посмотреть на стартап, прям реально, вот как вы начинаете. Вот наша ферма, здесь у нас овцы и всякое другое. Заходите, мы вам все покажем. Добро пожаловать! У нас тут 120 овец. Кормим сеном. Свою первую овцу я купил, когда мне было вообще еще 19 лет. Girls, do you like me? Yip, 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 yip. Come on, girls. Sheep are crazy. Овцы обожают овес. С ума от него сходят. Они говорят, еще, еще. Завтра еще вам дадим. Мы здесь устроили колодец. Только сегодня утром мы здесь установили насос. Иногда для того, чтобы напоить овец, надо будет меньше 5 минут. То есть просто нажимаешь кнопку, вода поступает и все, готово. Это ограждение с электрическим эффектом, благодаря которому овцы у нас остаются внутри, а хищники остаются снаружи. Стоит им прикоснуться к этому проводу, все, их как не бывало. Заходите, я вам сейчас все покажу. Вот мы зажигаем огонь, чтобы обогреть дом. Потеплее стало. Вот эта комната, да, здесь мы отдыхаем, это наша спальня. Предлагаю выпить чаю. В России яблоки очень вкусные. Я вот, кстати, делала пирог, я этому научилась именно здесь, в России, уже живя. Хочу выучить русский язык, хочу стать гражданкой этой страны. Я люблю Россию. Я здесь дома.
Этот дом, конечно, вы в нем отдыхаете, когда на ферме. То есть это у вас дача, но у вас еще и квартира есть. Вы же снимаете в Кинешму квартиру, верно? Correct. Yes. Все так, да. А дети в школу пошли уже или нет? They are, Мы... homeschool. У нас сейчас домашнее обучение, онлайн обучение по Филиппинам. Смотрите, у меня есть огород. Он размером с тот диван, на котором вы сидите. И надо сказать, я с ним не справляюсь. Никак. А я моложе вас на 10 лет. Откройте секрет, откуда силы? I would say from me. Я бы сказала от меня. No question. У меня вопрос к детям. Вы тоже любите заниматься фермерским хозяйством? Мне фермерство нравится. Я люблю работать с животными, быть с животными. Но и, честно, 5,5 лет на Филиппинах как бы пустые для меня все равно. Потому что я все равно скучаю по животным, скучаю по работе на ферме, по жизни на ферме. Это... Но я просто очень счастлива. Я рада, что здесь, в России, мы можем построить свою ферму. И это стало для меня таким воспоминанием о детстве. Второй раз. С русским ты что? Чуть-чуть. She's doing good. Она все хорошо делает. Мама тоже молодец. А в каком вы сейчас классе? Я сейчас в 11 классе, и по филиппинской системе у нас 12 классов, а потом уже колледж и университет. А вы собираетесь в какой колледж или университет поступать? На Филиппинах или здесь уже? Я надеюсь, что я смогу записаться на особенные ветеринарные курсы здесь, в России. Это трансплантация эмбрионов и искусственное осеменение. Это нужно для нашего стада, и я уверена, что помогу нашей ферме тем самым. Просто нам нужна новая генетика. Очень приятно было смотреть сегодня на то, как они эти хозяйства обустраивают, как ведут дела. Ну просто удовольствие от всех 3 семей. Я желаю вам только, чтобы ваше дело приносило вам радость. А вот вы еще упомянули, что хотите российское гражданство получить. Если что, за эфиром с вами обменяемся телефонами, мы вам в этом поможем. Представитель Народного фронта слов на ветер не бросает, и вами займутся уже прям с завтрашнего дня. Хорошо? Thank you. Столько теплоты, столько доброты, столько трудолюбия в каждой истории, в каждой семье. И, конечно, все идет от самих родителей. Вы большие молодцы. Низкий поклон вам за то, что вы приезжаете, то, что вы транслируете свою любовь к нашей стране, что вы показываете своим трудом, как должно быть, и прививаете эту любовь к трудолюбию своим детям. Вы большие молодцы, и пусть у вас все сложится только самым добрым, наилучшим образом. Вот о чем я подумал. Да, конечно, мы можем быть какие угодно. Но когда они нам верят, когда они к нам приезжают, когда они становятся частью России, ну, стыдно жить плохо, правда?